Япония известна целым классом отважных воинов-самураев. Начиная с периода Эдо, военное сословие было самым почитаемым и уважаемым в стране восходящего солнца. Однако не так много людей знает о существовании Онно Муша, воительниц, которые не уступали мужчинам ни в отваге, ни в силе. Одной из самых загадочных и интересных деталей является внешний вид этих женщин, которые сражались бок о бок с мужчинами на протяжении нескольких сотен лет. Привет, это Асакуса Sisters, и в этом видео мы посмотрим на старинные рисунки, поговорим о том, как изображали этих женщин художники и каким было главное оружие японских воительниц. Ксилографии, использованные для нескольких иллюстраций в этом видео, датируются многими столетиями позже, чем время, в которое жили воительницы, которых они изображают. Этот момент создал устойчивую тенденцию героизации внешнего облика женщины-самурая, поэтому обычно она изображается в красивейших доспехах классического стиля ойорой, так называемый большой доспех. Жесткий негибкий вид доспеха, похожий на коробку, был популярен во время войны клана Тайра и Минамото. Женщин-самураев также часто изображали с непокрытой головой, или по крайней мере без шлема, чтобы зритель мог хорошо рассмотреть тонкие женские черты. Хакама, традиционные японские длинные широкие штаны, чаще рисовали под доспехами, а не под облегающим костюмом, чтобы усилить тот факт, что на картине изображена именно женщина. Однако, скорее всего, художники в своих работах опирались на письменные источники, которые, в свою очередь, были отредактированы или намеренно упрощены. В реальности более чем вероятно, что Онно Муша, защищавшая замок в 1600 году, была одета в доспехи того стиля, который соответствовал времени и отражал изменения в защитном костюме, произошедшие в ответ на развитие оружия. В эпоху Эдо пули представляли большую опасность, чем стрелы, и поэтому прочные нагрудники с гладкими поверхностями, плотно прилегающие шлемы к голове и маски на лицо были предпочтительны для защиты тела. На приведенном свитке с изображением Камацу Доно, жившей на рубеже XVI-XVII веков, дочери Хонда Тадакацу и жены Санады Нобуюки, показано несколько черт, характерных для типичного изображения воительницы. Будучи верной женой приближенного Токугава и защитницей замка Нумато в 1600 году, Камацу Доно изображена в доспехах под дзинбаори, на котором вышит большой знак семьи Токугава. На ее нагруднике изображен мотив из 6 монет клана Санада. Вероятно, он был выполнен лаком, что позволяет предположить, что это более современный стиль нательного доспеха и на ней также соответствующие 1600 году хайдаты, набедренные повязки. Другие детали костюма, однако, отражают моду XII века. Например, ее правая рука вставлена без доспехов, чтобы обеспечить более свободное движение для стрельбы из лука. Ее обувь сделана из медвежьей шкуры, которая была популярна во времена гимпейских войн. Тем не менее, ее женственность подчеркнута объемными хакама под доспехами и длинными распущенными черными волосами, стянутыми белой повязкой. Таким образом, Камацу Доно, сражавшаяся в битве при Сэкигахара в 1600 году, нарисована так, как если бы она была полумифической легендарной воительницей Томоя Гадзен в 1184 году. Существует еще один очень важный живописный источник XIV века, который может предоставить уникальный аутентичный облик женщины-воина. Это Боки и Котоба, картинный свиток 1351 года. Свиток, хранящийся в Киото, содержит изысканные детальные картины светской жизни того времени. На представленном фрагменте странствующий музыкант Бива изображен развлекающим 3 обитателей храма, монахов-воинов. Все они в доспехах, у 2 из них бритые головы, однако фигура слева выглядит вполне женской. Женщина стоит на коленях и облачена в полный боевой доспех. В правой руке она держит древко лука, а на коленях у нее лежит нагината, лезвие которой торчит из окна. Возможно, эта фигура задумывалась как мужская, но черты лица ее слишком женственны, с румяными щеками и нарисованными бровями, и по сравнению с этим лица всех остальных персонажей слишком грубые и мужественны. Напрашивается вывод, что она была женой или дочерью одного из сахеев, то есть жрецов-воинов. По правилам социального уклада XVI века все обитатели укрепления должны были сражаться в случае необходимости. Возможно, здесь показан именно такой случай, поэтому женщина в боевом облачении совершенно не выглядит странно или неуместно. Помимо доспехов, для успешной обороны или атаки воительнице необходимо оружие, и главным оружием женщины того времени была нагината.
Воительница в Боке и Котоба вооружена нагинатой. Кроме того, наряду с луком нагината является наиболее часто упоминаемым традиционным оружием, которым владели женщины из самурайских семей. Нагинату часто можно встретить на изображениях Томоэ Гадзен в качестве ее привычного оружия, хотя в рассказе о ее последней битве из Хайка Моногатари упоминается, что она была также очень искусна в обращении с мечом и луком. В своем последнем бою она также обезглавила самурая, что делается обычно при помощи танта, небольшого меча, а далеко не нагинаты. Нагината в Боке и Котоба непринужденно лежит на коленях у женщины, и упоминания нагинаты в описаниях женских боев в период Сэнгоку Джедай настолько распространены, что только подтверждают ее популярность. В период Токугава боевое искусство нагината стало привычным занятием для женщин из самурайских сословий. Возможно, тогда она была легче обычного оружия и тренировочных деревянных мечей. Однако нагината была, тем не менее, не просто формой физических упражнений, как показывает ее использование во время войны Босин 1868 года. В умелых руках нагината превращается в реальное и очень смертоносное оружие. По внешнему виду нагината напоминает нечто среднее между мечом и копьем с изогнутым, а не прямым лезвием. Изогнутое лезвие с очень острым острием превращает нагинату в грозное оружие. Качество ковки, необходимое для клинка нагината, ничуть не уступало качеству ковки меча, и многие известные мастера изготавливали знаменитые клинки нагината различной длины. Нагинаты появляются на всех свитках с изображениями сражений, датируемых XIII веком и ранее. Однако на этих иллюстрациях нет изображений женщин с ними. Вместо этого нагината часто показана как оружие воина низшего класса. Самураи-аристократы ездят преимущественно на лошадях и носят луки, а также демонстрируют мастерство кюбадзюцу – искусство верховой езды и стрельбы из лука. Рядом с ними идут небольшие группы закованных в броню людей. Некоторые из них в шлемах, другие без. Черты лица их намеренно раскрашены, чтобы они выглядели не такими утонченными, как аристократы. И их главным оружием почти всегда была нагината с большим и широким клинком, напоминающим китайские алебарды. Поздние разработки нагинаты позволили создать более короткоклинковое оружие, которое было лучше сбалансировано. И именно этот тип мы обычно встречаем на изображениях женщин из самурайского сословия. Рассказы о женщинах, использующих мечи, встречаются редко. Томоэ Гадзен использовала небольшое клинковое оружие, чтобы обезглавить своего противника в битве при Авадзу в 1184 году. Скорее всего, это был танта, который своей крохотной цубой, гардой, напоминал миниатюрный меч, но существовало и несколько других разновидностей этого оружия. Акты самоубийства женщин чаще всего совершались с помощью кинжала, приставленного к горлу. А когда речь шла о наступательном оружии, традиционный женский костюм позволял скрыть в нем множество возможностей, например, маленькие узколезвийные ножи. Инадзу Нитоба, используя красочный язык, характерный для его книги «Бусидо. Душа Японии», описывает их использование так. Девочкам, когда они достигали женского возраста, вручали маленькие кинжалы кайкен, которые можно было направить в грудь нападавшего или, в случае необходимости, в свою собственную. Ее личное оружие всегда было у нее на груди. Для нее было позором не знать, каким способом следует совершать уход из жизни. Помимо знания собственной анатомии, она должна была знать, в каком именно месте перерезать горло. Должна была знать, как связать нижние конечности ремнем, чтобы какими ни были ее предсмертные муки, ее тело было найдено в величайшей скромности с правильно сложенными конечностями. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если хотите больше интересного контента, и не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео и стримы. Это были Асакуса Sisters. Всем пока-пока!